Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. С самого детства при просмотре различных диснеевских мультфильмов я всегда мечтал побывать в Диснейленде, оказаться в стране, где праздник никогда не кончается. Пару лет назад я посетил токийский Диснейленд, и мне показалось, что я уже все это перерос. Но в июне этого года мы с Микки побывали в Дисней Си, и это как раз то, что мне было нужно. В городе Ураясу, расположенной рядом с Токио префектуре Чиба, находится Токио Дизни Резорт, который включает в себя открытый еще в 1983 году Токио Диснейленд и построенный позже Токио Дисней Си. Диснейленд я посещал еще несколько лет назад, и он мне показался слегка детским, если сюда вообще подходит это слово. Аттракционы и программа мероприятий больше рассчитаны на детей. Поэтому мне больше понравилось именно гулять по Диснейленду, чем кататься на чем-то. Тем более, иногда я просто с трудом помещался в вагонетке. О токийском Диснейленде я еще сделаю отдельное видео, когда посещу его повторно. А сегодня я хотел бы рассказать вам о Дисней Си, который понравился мне намного больше. Добраться до Дизни Резорта несложно. Нужно доехать до станции Майхама, а там уже пересесть на местный поезд, курсирующий от станции до Диснейленда или Дисней Си. Входной билет на взрослого человека на весь день стоит 7400 йен, но цена может быть ниже, если вы посещаете парк, например, только вечером или в составе группы. Диснейленд всегда полон народу, поэтому советую заранее брать билет с открытой датой, а посещать лучше всего с самого утра, в будний день, иначе не протолкнешься. Как видно из названия, Дисней Си построен у моря, и большинство аттракционов тут так или иначе связаны с водой. Прямо при входе вас встречают персонажи мультфильмов и сразу погружают в атмосферу праздника. Стоят различные корабли, на площади расположен огромный фонтан с крутящимся земным шаром, а вокруг громоздятся отели, оформленные как приморский городок. Кстати, эти отели очень дорогие, одна ночь может стоить по 100 тысяч йен и более. В центре Дисней Си расположено большое озеро, на котором практически каждый час проходит какое-то представление. Играет музыка, все поют и танцуют. Настоящий праздник. В разные стороны от озера бегут улочки, по которым можно добраться во все тематические области парка. Гулять по Дисней Си одно удовольствие. Такое чувство, что попал куда-то за границу, в неизвестную страну. То находишься на улочках Европы, а через 10 минут уже на рынке где-то в арабской стране. Лично мне очень понравилось место в одном из уголков парка прямо рядом с морем. Стоит маяк, на волнах качаются лодочки, плавают уточки, и прямо у воды расположен небольшой прибрежный городок. Так и хочется сесть в одну из лодок и отправиться в морское путешествие. Прямо рядом с этим местом находится первый аттракцион, который мы решили посетить. Точное название аттракциона я не запомнил, но он представляет собой небольшие катамараны на 2 человек, которые автоматически курсируют по бассейну. Они то ускоряются, то замедляются, крутятся в разные стороны и проезжают под фонтанами, что в жару очень хорошо освежает. Но, к сожалению, мы отстояли 25 минут, и аттракцион сломался. Работники парка извинились и попросили покинуть аттракцион, а те, кто в этот момент уже катались, так и просидели в катамаранах около часа, пока их оттуда не вытащили. Мы отправились в другую часть Дисней Си, к аттракционам из вселенной Индианы Джонса. Душа просто радовалась, ведь это один из моих любимых фильмов. Дорога в эту часть парка вела через мост, нависший над рекой, у самого берега которой стоял знакомый любителям Индианы самолет. Сам аттракцион представлял собой что-то вроде путешествия в вагонетке-джипе внутри старой пирамиды Майя. Хоть это и не крутые американские горки, но все равно очень весело.
По пути рушились стены, падали скелеты, закрывались и открывались двери, попадались ловушки, а в конце на нас покатился большой валун. Если будете в Disney Sea, то однозначно советую. Я покатался аж 3 раза. Кстати, хотел немного рассказать об очередях в парке. На многие популярные аттракционы нужно ждать по 1-2 часа, а в выходные дни более 3 часов. На что-то менее серьезное очередь небольшая и можно пройти минут за 20. Однако же, если вы приедете к самому открытию парка, то можете выбрать несколько хороших аттракционов и зарезервировать время посещения. Предположим, вы можете войти без очереди на путешествие Индианы Джонса с 10 до 10:40 утра. Просто подходите в это время и ждать будете не более 5 минут. Однако нельзя забронировать определенное время сразу на всех аттракционах. Пока не кончится бронь на одном, нельзя забронировать на другом. На вашем талончике прямо будет написано время, когда можно будет зарезервировать другое место. А пока не подошло ваше время, вы можете кататься на других аттракционах, гулять или посетить различные кафе. Как я и сказал, Disney Sea больше ориентирован на взрослую аудиторию. Сюда приходит много влюбленных пар, взрослых и вообще людей всех возрастов. В отличие от Диснейленда, тут можно приобрести пиво и другой алкоголь, а рестораны предлагают более серьезные и дорогие блюда. Мы с Микки просто купили по хот-догу. Между различными частями парка курсирует старинный поезд, прогулка на котором занимает всего пару минут. Но оно того стоит. Можно не только быстро добраться от одной части Disney Sea до другой, но и также посмотреть на весь парк в целом. Очень советую. Помимо поезда можно также прокатиться на кораблях, но мы правда не успели их посетить. Целое крыло парка занимает арабский квартал, оформленный в стиле историй о славных приключениях Синдбада. Тут располагается настоящий восточный рынок, навесы, целые дворцы и стены с фресками. Такое ощущение, что попал в мультфильм про Аладдина. В голове так и крутится музыка из опенинга и слова «Арабская ночь, волшебный Восток». Добрый путник, войди в славный город Багдад, ты своим не поверишь глазам. Ждет тебя впереди приключений каскад, ты готов? Открывайся, сезам! Арабская ночь, волшебный Восток, здесь чары, месть, отвага и честь, дворцы и песок. О, дивный Восток! О, сказочный край, здесь яд и булат, погибель сулят, смотри, не зевай. Хоть лукав и жесток, но прекрасен Восток, но точи свой клинок и вперед. Пусть ковер самолет от забот унесет, но Восток, куда сказка зовет. Тут же располагается аттракцион про Симбада. Вы плывете на лодочке по реке, а вокруг вас поют сотни роботов-кукол, рассказывая историю про Симбада. Невероятно интересно, словно мюзикл. И ждали мы всего 10 минут.
ночия. Огонь юри. Другое же крыло парка оформлено как подводный мир из вселенной Русалочки. Потрясающее место. Свет тут приглушен, а источниками света являются различные медузы, водоросли, ракушки и другая морская живность. Создается впечатление, что и правда находишься где-то под водой. Все аттракционы находятся в крытом подводном дворце, к которому ведет длинный коридор, напоминающий пещеру. Мы ни на чем не катались, но прогуляться по такому месту было очень приятно. Смотришь на все с широко открытыми глазами и просто как-то радостно на душе, хоть и понимаешь, что уже, наверное, вырос из этого возраста. Также мы купили там мороженое. Я выбрал себе замороженное манго, рассчитывая на фруктовое вкусное мороженое. Но это оказался просто кусок манго из морозилки. Его брать не советую. В целом мы посетили еще много интересных мест в парке, но, к сожалению, почти нигде нельзя снимать. В других же местах было просто неудобно и слегка опасно. Возможно, если в следующий раз у меня будет с собой экшн-камера, то получится заснять видео прямо с аттракционов. Подведя итог, могу сказать, что всем настоятельно советую посетить Disney Sea, чтобы хоть ненадолго отвлечься от всех забот и просто побывать в сказке. В детстве я смотрел кассеты с Аладдином и Русалочкой десятки раз, и увидеть в реальности места из мультфильмов было очень интересно. Все это вызывало теплые ностальгические чувства. Мы посетили более десятка аттракционов, но могу сказать, что гулять по парку даже интереснее. Каждый уголок Disney Sea не похож на другой, и всегда можно найти что-то новое и интересное. Чувствуется, что все сделано с душой и проработано в мелочах. Уверен, что вы тоже получите массу удовольствия при посещении этого парка, и я тоже сюда вернусь еще не раз. Друзья, если вы хотите понимать английскую речь, то могу порекомендовать вам сервис Learn at Home. Это онлайн-сервис, в основе которого лежит обучение фразам, а не словам. Здесь вы не просто смотрите фильмы с английскими субтитрами, а учитесь их слышать и понимать. Сервис позволяет освоить основной коммуникационный навык – умение слышать и понимать английскую речь. Ссылка на бесплатную регистрацию в описании. Друзья, надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы следить за новыми выпусками. Не забывайте оставлять комментарии и делиться своим мнением. Ставьте большие пальцы вверх и рассказывайте о моих видео знакомым. Кстати, у меня также есть Instagram, Twitter, Facebook и группа ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Ну что ж, до встречи в следующих видео, друзья. До свидания.